Всем привет! В этом видео пойдет речь про один из символов Харькова, который мы, наверное, к сожалению, потеряли. Отель «Харьков Палас». Первая пятизвездочная гостиница в Харькове, расположенная в центре города. Гостиница была построена в 2011 году по проекту архитектурного бюро «Сергей Бабушкин» в рамках подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012. Генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр Ярославский тогда сделал своему городу очередной грандиозный подарок. Вслед за великолепным стадионом и новым терминалом аэропорта в Харькове появился и первый в городе пятизвездочный отель, уже изначально спроектированный по стандартам 5 звезд. Роскошная гостиница разместилась у станции метро «Госпром» между северным корпусом ХНУ и гостиницей «Харьков» на центральной площади Харькова, площади Свободы. А на то время, до того, как на этом месте построили гостиницу, здесь был пустырь и просто мусорник. Сооружение строили 1,5 года. Начали в 2010, а в декабре 2011 уже открыли новый объект. Благодаря новой постройке прилегающая территория кардинально преобразилась. Была полностью реконструирована и переделана внешняя часть станции метрополитена «Госпром». Раньше, как я уже сказал, над ее выходом размещался темный скверик «Пустыри», где часто собирались непонятные личности и нетрезвые компании. Теперь же здесь находятся оборудованные и освещенные аллеи с гранитными дорожками и удобными лестницами, которые прилегают к территории отеля. Многие харьковчане шутили по поводу расположения всей конструкции. Напротив центрального входа через дорогу расположено аналогичное здание – топовая городская гостиница «Харьков», которая была наиболее дорогой и роскошной. Соответственно, после открытия Харьков Паласа пальма первенства перешла к новострою. Пятизвездочный отель Ярославского решил проблему загроможденного участка на площади Свободы. Всего же в Харькове построено к Евро-2012 30 новых отелей и 12 реконструировано. Но понадобилось меньше половины, потому что в самый пиковый день чемпионата, когда играли сборная Голландии и Германии, были заселены лишь 44% номеров. Какова сейчас ситуация с использованием и содержанием всего этого количества гостиниц, никого не волнует, ведь все они в частной собственности. Но вернемся к отелю «Харьков Палас», ведь речь в этом видео именно о нем. В центре города возвышается огромным монолитом из бетона и стекла самый новый и самый роскошный отель Харькова – «Харьков Палас». 5 звезд, которые заявлены полностью, соответствуют международной классификации, которая учитывает не только размеры номеров и степень их комфортабельности, уровень сервиса и спектр дополнительных услуг, но и расположение в городе и фешенебельность района расположения. По всем параметрам более лучшего места подобрать невозможно. Сам Харьков Палас имеет вид конструкции со сложной геометрией, с характерной выступающей частью башенкой или шпилем, на смотровой площадке которого находится ресторан под открытым небом, находясь за столиком которого можно обозревать панораму всего центра Харькова и близлежащих районов. Стоимость проекта порядка 100 миллионов долларов. Как писала газета «Факты» 9 марта 2011 года, все эти немалые средства выделил лично Александр Ярославский. Темпы строительства поистине поражали. Работы, по словам строителей, велись в 3 смены без выходных и праздников. Чтобы собственными глазами увидеть, как продвигается строительство,
На презентацию названия нового отеля прибыла делегация представителей УЕФА. Торжественная церемония проходила прямо на стройплощадке. Как и подобает главному отелю города, детище Ярославского получило очень красивое имя «Харьков Палац». Как заявлял директор Евро-2012 в Украине Маркиян Лубківський, делегация УЕФА подписала договор о размещении своей штаб-квартиры именно в отеле «Харьков Палас». Проект гостиницы создавало Киевское архитектурное бюро Сергея Бабушкина, имеющее опыт строительства отелей такого уровня. Строительством занимались местные харьковские подрядчики. Однако делалось все по самому высшему разряду. К примеру, в отделке фасада отеля использовался материал только экстра-класса, а красивейший натуральный гранит специально привозился в Харьков из карьеров Индии. Единственное, что делали на стройке иностранные специалисты – интерьер. Его проектированием занималась известная английская компания, одна из лучших в мире в этой области. Англичане поставили и всю внутреннюю отделку и обстановку, начиная от мебели и заканчивая салфетками. Ведь в отеле 5 звезд идти на компромиссы нельзя даже в мелочах. Все должно быть на уровне лучших мировых стандартов. Как заявлял тогда Александр Ярославский, отель строится не только для Евро-2012, но и для харьковчан. Я думаю, они останутся довольны тем, что мы создали вместе с нашими архитекторами. Харьков заслуживает того, чтобы здесь было все самое лучшее. Отель «Харьков Палас» официально открыл свои двери в декабре 2011 года. Перерезать символическую красную ленточку на входе в отель должен был лично Виктор Янукович. Однако в последний момент стало известно, что свой визит в Харьков он отменил из-за тумана в Харьковском аэропорту. Его самолет даже не вылетел из Киева. 14 декабря 2011 года рабочие завершают последние приготовления, ставят урны, моют тротуар, тщательно метут площадь перед отелем. Ярославский принимает поздравления, а в ответ уверяет: построить гостиницу за 1,5 года было очень просто. Каждый день на протяжении всего периода мы в 7 часов собирались на этом месте и работали. Раньше на этом месте был пустырь. Когда я его видел, у меня создавалось впечатление, что это вход в ад. Теперь здесь гостиница площадью 20 тысяч квадратных метров, которая будет служить Харькову и после проведения Евро-2012. Здание возведено с использованием стилевого языка и декоративных элементов, которые присущи архитектуре Харькова конца XIX века в стиле конструктивизма. Фасад выполнен из натурального камня, остекленные части фасада составлены из стекла серо-голубого цвета. Входная группа выполнена из стали и стекла. В отеле насчитывается 171 номер, включая представительский этаж и президентские апартаменты. Есть номера, специально оборудованные для инвалидов. Всего в гостинице 11 этажей. На самом высоком и последнем этаже отеля скай-бар, из которого открывается потрясающий вид на площадь Свободы. Спа-центр с бассейном, массажным кабинетом и парными. Этажом ниже расположен президентский люкс площадью 150 квадратных метров. По соседству небольшое лаунж-кафе. Кстати, обитатели VIP-этажа питаются в отдельном этаже. Еще до строительства застройщики вели переговоры с различными операторами, которые взяли бы под контроль управление отелем. Рассматривались варианты привлечь в Харьков известных мировых операторов Hilton или Radisson. Однако в процессе переговоров оператором гостиницы стала компания Premier Отель, которая ведет в Украине 12 пятизвездочными отелями.
первом этаже отеля размещен ряд бутиков, VIP-клуб, а на втором этаже ресторан тихоокеанской кухни и залы общей площадью около 1500 квадратных метров. Ну а с 3 по 10 этажи размещены гостиничные номера. Кроме этого имеется подземный уровень, паркинг на 54 места. В общем, этот отель стал жемчужиной или даже бриллиантом Харькова. В 2015 году отель был официальным партнером международного форума «Агропорт». В 2016 году отель занял 4-е место среди 64 украинских гостиничных комплексов премиум и бизнес-класса в рейтинге по версии одного из американских журналов. «30 декабря 2023 года отель был поврежден российским ракетным ударом. Под обстрел попали сотрудники немецкого телеканала ZDF. Они не пострадали, но их украинская переводчица получила травмы и переломы. А на официальном сайте отеля висит объявление: отель временно не принимает гостей. Спасибо за понимание.